Доброго времени суток. Сегодня хочу показать, ну, наверное, партия без спецэффектов, абсолютно, причем без спецэффектов, но интересно как-то, я думаю, что стиль вот сейчас современной игры африканских шашистов, причем я фамилии, ну, не буду я называть, я напишу в заголовке, потому что очень тяжелая фамилия для меня, рейтинг достаточно высокий. И игра вот уже достаточно такая вот, я бы сказал, может даже европейская. Если раньше партии были, то есть классика, больше тянуло их в классику, вот и даже еще лет 6 или сколько назад показывал партии. Ну, многие, понятно, что играли, которые вот играли за клубы, спортсмены, европейскую игру, но все равно тянуло. То есть к определенному типу позиций. Сейчас вот совершенно, мне кажется, по-другому. Ну, понятно, интернет, все, литература, наверное, подействовали, возможно. Ну, и сами как-то по-другому начали разыгрывать. Сложно сказать, но давайте посмотрим. Вот это окончание партии, ну, здесь странно, что попался на комбинацию, конечно, попались черные. То есть 20-24 было, и вот эта вот тактика, после чего белые выиграли партию. А давайте посмотрим, как все развивалось. Ну вот стандартно, чтобы сильно видно дебютов не было. Ну вот смотрите, уже вот идут построения на круговую позицию. Очень, я бы сказал, нетипично, но, как я уже говорил, там рейтинг 2300 с чем-то, то есть рейтинг сильного гроссмейстера достаточно. И вот, видите, ушел он, на 26 поменялся, и вот 34, 20, 29. То есть центр не дает даже, можно сказать, ничего захватить белым. Ну вот смотрите построение. Я почему показываю это видео, то есть оно без спецэффектов, но именно построение. И построения такие очень, ну, хорошие. То есть и молодежи надо показывать. Здесь, конечно, возможен новый вариант в определенных позициях был на 40, потом 50-45 и так далее поменяться. То есть предварительно может 48 или 47 и поменяться. Но здесь момент такой с блокировкой фланга, и причем ну, план достаточно интересный сейчас будет. То есть он используется, ну вот, видите, даже где-то построение Александра Шварцмана, там по-своему вот эти вот построения идут. То есть где-то изучают литературу уже, я думаю, что все-таки изучают, наверное, сами, понятно, что где-то до чего-то доходят, потому что играют, я думаю, они спринкуют много. И вот видите, такая позиция. И блокировочка идет фланга. И вот непонятно, что черным делать. Конечно, они здесь ошиблись. Я сейчас буду показывать, где они ошиблись. То есть 12-18. Непонятно, что делать, конечно. Допустим, как-то грозит 12-18. Почему? Потому что хотят 4-29. И вот эти идут построения. Обязательно, допустим, на сюда. Блокировка. Либо сразу, либо потом блокировка. То есть можно даже где-то подтянуть шашку, можно и сразу пойти. То есть достаточно страшно эта блокировка. Непонятно, что делать. То есть 12-18 это вынужденный ход. И вот нападение. Неожиданное, наверное. Неожиданно, я имею в виду, что где-то, может, издали и не думали, что будут нападать. На 31, ну вот давайте на 32, наверное. Чисто психологически он, может, не пошел, потому что я считаю, вот на 32, наверное, получше ход был. Допустим, 20-24, и вот на этот ход стоит уже комбинация. Комбинация вот такая вот. Я основные моменты показываю, потому что здесь аналитика так может быть. И на 18-23 вот на это построение, допустим, можно, хотя, может, еще надо и смотреть вот эту отдачу. Нет, подождите. Да, надо отдачу смотреть.
Тут, ну, без шашек, ну, я не знаю, это, ну, плохая отдача будет, потому что шашку-то не поменяется. Но здесь, смотрите, здесь вот этот вариант я считаю, что лучше, и потом меняются. Тут рожон, понятно, что ни к чему не ведет, потому что на 11, я имею в виду, что вот это вот построение, на 11 потом еще подходит, и здесь у черных все хорошо, здесь у белых все плохо. То есть вот эта группировка — это одна из основных сил у белых, но здесь все плохо. То есть поэтому, ну вот видите, вот эти вот продолжения есть. На 31 ушли, надо уходить. И вот 43-38. Я тут надо есть на этот ход. Давайте. Что-нибудь, может, есть какие-то моменты. Имеется в виду, такого хода нету. Он есть, но вот видите. Но здесь тоже надо как-то будет выдерживать. Мы потом посмотрим чуть-чуть эту позицию. Ну, там пару моментов. Почему? Потому что 30-24, допустим. Ну, я приблизительно, да, говорю. И вот получается позиция, что в связке 2 лишних шашки висит. Тут как-то надо подводить вот эту шашку на 33, потом сюда, потом еще сюда. Но это долгая песня, и тут уже и черные, допустим, подведут как-то быстро. На 12, на 18, ну и так далее, на 22. Поэтому ничего не выйдет. На 36 решили, ну вот логично, сразу, чтобы проблем не было. 20-24. Ну вот здесь вот, конечно, 3-8, допустим, поменять шашку и играть вот эту позицию не надо, а просто вот играть эту позицию на 13, пусть меняются. Ну и просто играть эту позицию. 20-24 выйти, чтобы связки не было. То есть, если не выходить будет вот этот тоже момент неприятный. 20-24, ну, играть просто эту позицию. Получше, да, но позиция должна быть, по идее, визуально получше, но вот при расчете непонятно. Непонятно вообще тут в чью пользу будет. Я не хочу анализировать. Почему? Потому что, ну, надо было, я думаю, что эту позицию играть. А вот здесь просто попали они на комбинацию, к сожалению, то есть не продолжалась борьба, а вот попали они на эту комбинацию. Ну, что вам хочу сказать, что вот 9 и 7 на 2 выиграли. Что вы именно вот посмотрели, как здесь идут построения. Видите, построения очень такие хорошие, я считаю, что за белых интересные достаточно. Потому что они где-то не идеальные в этой позиции, но интересные. И вот какой-то другой уровень африканский, я считаю, что надо вот побольше партий посмотреть. Достаточно интересно, просто нету времени, как они вообще играли этот турнир и нюансы. Потому что я давно хотел там кое-что показать с предыдущих турниров, но там вот уж вот африканские шашисты есть, которые давно уже живут, конечно, в Европе, у них уже свой там оттенок, даже в зависимости, ну, в игре, оттенок в зависимости от того, в каком, я бы сказал, регионе даже они живут. То есть есть тот регион, где откуда игроки именно. Потому что, ну, есть по странам определенная, как я уже неоднократно говорил, ну, нюансы, своя игра, то есть. И поэтому там сложно сказать, если они уже живут достаточно долго, участвуют в турнирах, но игра достаточно интересная. Итак, до новых встреч.